Всем доброго дня. Точнее, уже к вечеру клонится день. Я сегодня пораньше сниму, потому что вчера уже подготовилась. Но усталость одолела меня слегка. Поэтому решила снять все-таки сегодня. Хочу вам подарить работу. С этой богиней я уже работала, уже дарила работу, но ее называют чаще всего, можете встретить в фольклоре народов Алтая, тюркских народов. Чаще всего можете встретить ее как Умай-бог. Почему ее так называют? Считается, что она воплощение мужчины и женщины воедино. Но женская суть ее, материнская, победила. Изображает ее седовласой, хотя молодой. Считают ее матерью богов. Множество богов, не всех, конечно. Она одна из главных богов вообще в, значит, тенгрианстве или в тенгризме, поклонение богу голубого неба, Тенгри, высокому, великому и так далее, как его считали народы монголоидного происхождения. Один из почитаемых богов и знаменитого Чингисхана в том числе. Так вот, Умай, которую называли Эне, или Ане потом, мать. Мать, родившая богов, покровительница материнства, семьи, детства, хранительница детей. Кроме всего прочего, это та богиня, которая из ничего дарует богатство. Сейчас мы к этому вернемся. Вот эта триада великих богов в тенгризме: Умай, Тенгри, само небо, Ерсуб или Ерсу по-другому, это земля и вода. Вот эти три божества, я так предполагаю, что она как мать-земля или матерь всего сущего на земле. Потому как небо, земля, вода и мать. Мать земли, воды и человечества, или каким-то другим образом ее можно еще представить, потому что разные племена по-разному к ней относятся. Кто-то считает ее дарительницей побед. С этим ее сравнивают с Афиной Палладой, та, которая мудрая, воинствующая мудрость. Другие народы алтайского происхождения считают ее, например, просто покровительницей материнства и семьи, семейного очага. Хочу вам сказать, что вопреки многим сказаниям и мнениям, которые как бы часто звучат последние годы, стало модно говорить о богах, о своих богах, национальных, древних. Умай пришла к народам кочевым из Персии. И звали ее там Хумай, счастье. Есть такая птица Хумай, богиня, которая превращалась в счастье и прилетала в дом людей. Вот название птицы счастья, я думаю, вам о чем-то говорит. Так вот, богиня Хумай, счастливая или приносящая счастье у персов, перекочевала к народам Алтая и тюркского происхождения вследствие различных, скажем, столкновений, да,
иранских племен и тюркских. И как это бывает, подобные столкновения, войны и соседство, оно приносит не только бедствия и захваты, еще и приносит взаимообогащение культуры друг друга. И вот Хумай стала богиней алтайских народностей, монголоидных народов. И потом она входит в пантеон, значит, знаменитой триады богов тенгризма. Хочу, чтобы вы понимали, как боги могут перекочевать с одного пантеона на другой. Откройте мою лекцию, называется «Как демоны становились богами». И там очень наглядно рассказано об этом. Так вот, если наладить связь с Умай, богиней, сейчас кто-нибудь спросит, а можно вот заказать ее, вот эту вот типичную, да, вот статую, куклу? Можно. Это можно иметь дома обычному человеку, в этом ничего такого нет. Хочу вам сказать немножко, что боги от нас не требуют каких-либо жертв. Ни в плане крови, ни в плане там, имеется в виду кровавые жертвы, ни в плане продуктов, там, монет и так далее. Мы сами приносим их. Богам оно не нужно именно в том смысле, что они без этого обойдутся. Это все, что принадлежит во Вселенной, оно и так принадлежит им. И для них это не первая необходимость. Это мы приходим к ним с дарами для того, чтобы наладить связь с ними. Но хочу вам объяснить и сказать еще раз, что если вы думаете, что связь с богами налаживается благодаря тому, что есть у вас просто предметы и алтари, вы ошибаетесь. То, что у вас есть предметы и алтари, оно постоянно как аккумулятор набирает в себе эту силу, энергию тех богов, к которым вы обращаетесь. И это некий такой домашний храм. Знаете, как прямая связь с верхним миром, куда вы приходите, и вот это место, где духи все время обитают, и вот вы создаете некую такую, такую будку, как в советское время, знаете, для переговоров. Зашли, поговорили, и вас быстро услышали. Наша связь с богами налаживается, когда мы часто к ним обращаемся, приносим требу, то есть мы ставим чаши, каждому божеству свое. Но если мы делаем эти ритуалы, да, и приносим. Или у нас есть, например, домашний алтарь, мы ставим туда вино, наливаем. Причем все улетучивается очень быстро, если вы знаете. Фортуне приносим кофе, благовония зажигаем, ставим розы там, или иные цветы и так далее. Мы это место все время активизируем. Вот таким образом наша связь с миром богов, она все время в живом состоянии, то есть в активном. Почему это нужно? Если некоторые люди не понимают, я объясню. Потому что, когда у тебя есть связь с богами, то и просьба твоя быстро слышится, и защита у тебя есть. И если ты что-то хочешь купить, приобрести, очень быстро набирается эта сумма, ты покупаешь. Если ты попадаешь в какую-то беду, очень быстро эта проблема разрешается в твою пользу. Вот это все именно благодаря тому, что у тебя эта прямая связь, прямой контакт с силами налажен. Хочу, чтобы вы понимали, друзья мои, а то некоторые мне пишут, вот если я фортуну куплю, она будет сразу мне помогать, работать, но она ж не на пульт управления, чтобы нажимать, и она твои мечты выполняет. Это ж тебе не раб, исполняющий твои желания, это божество. Ты купить фортуну и поставить – это первый шаг. Дальше начинаешь налаживать контакт с той силой, которая есть. Я вам еще раз говорю, мы не поклоняемся камням, куклам, статуям. Они предметы-посредники. Мы ставим их у себя. Отсюда, собственно, христианство взяло и идею иконы. Икона же, вы идете, молитесь не картинке и не там краскам, правда, и не изображению. Вы тем самым, поставив вот эту икону у себя дома, показываете этой силе свое отношение, свое уважение.
как мы ставим, например, фотографии близких людей. Мы же не молимся на них, и они не божество. Но мы все время вспоминаем их, и все время они в нашей голове. То есть мы налаживаем с ними контакт духовный. Вот наши дети в детстве. Мы все время помним это перед глазами, чтобы понимать даже того здорового бугая, который сидит, спорит с тобой, а ты смотришь на него, и ты видишь его вот этим масеньким, которого ты по ночам просыпалась, кормила, попу вытирала и так далее. Понимаете? То есть вот эта нежность, сохранение нежности перед глазами образа того ребенка, который на самом деле ребенок, он дает тебе возможность с ним говорить не как с каким-нибудь взрослым дяденькой, который пришел спорить, а как со своим ребенком. Это же он, тот самый маленький, который уже вырос. То есть вот это налаживание контакта, связи с силами. Поэтому я хочу вам объяснить, что, например, если вы вот поставите у себя ее изображение, ее куклу, ее там статую, вот юрту красиво, нужно налить либо квас, либо кумыс. Ну, можно кумыс, можно любое молоко, в принципе. Я предпочла сегодня квас налить. Надо зажечь любую траву, желательно степную. Вот это лаванда, наша степная лаванда. Потому что мы говорим о степи. Почему я отдаю различные работы различных божеств других народностей? Потому что я уже вам объясняла. Друзья мои, вот передо мной сидела наша подписчица, абсолютно русская женщина, зеленоглазая, блондинка от природы. Совершенно ничего монголоидного нет. Но она делает работы именно, значит, монгольские, у нее все получается. Она говорит, я не могу, я провожу любую работу на русском языке, у меня не выходит ничего. Стоит мне взять какую-нибудь работу именно кочевников или кочевых сил и богинь, или божеств, да, и у меня все получается сразу. Почему? Потому что, еще раз вам говорю, мы можем унаследовать внешность. Внешность вообще ни о чем не говорит. Понимаете? Внешность может поменяться с одним, скажем, с одной женщиной в роду, которая пришла как сноха, вышла замуж за монголоидных, то есть монголоидного мужчину. И все. И эти дети уже похожи больше на европоидов. Следующее поколение абсолютно европоиды. Третье и четвертое поколение зеленоглазые, светлыми волосами люди. Но происхождение, то есть совсем другое, но кровь у нее может быть степная, понимаете? И тем более, зная, что Россия – это смесь просто огромного количества народностей, особенно дикая степь донская. Там вообще скифы, сарматы, печенеги, кого там только не было. Это общее объединение Россия, но мы же понимаем, что у нас огромное количество разных этносов и кровей. И если у тебя есть хоть капля крови кочевника, или если ты когда-либо жила в этих степях, имеешь какое-то отношение к этим силам, к этой энергии кочевой жизни, если тем более сейчас живешь возле Великой Степи, вот эти работы сразу подходят. Даже могут подойти человеку, который никогда в жизни не жил в степи, который абсолютно к кочевым народам, может быть, не имеет никакого отношения. И у него может сработать. То есть энергия совпала, и у человека получилось. Когда вы заходите в какой-нибудь магазин или там торговый центр, и у вас везде перед глазами однообразные товары, как-то не из чего выбирать. Когда заходите и очень много различных вариантов, вы можете выбрать то, что вам по душе. То же самое в магии. Магия должна быть разнообразной для разных людей, с разным происхождением, с разной кровью, с разным характером и так далее, и так далее. И если энергетически совпало, а вот почему-то работы, связанные именно вот кочевые, да, работы с кочевниками связанные, получается у всех. Может, потому что в очень далеком прошлом мы все-таки кочевые народы, потому что в истории мира, например, несколько раз было великое переселение народов. Это когда народы просто огромными массами с одной части мира кочевали в другую часть. Вот смотрите, алтайские народы в один момент, какая-то часть этих народов спустилась вниз и осталась в Китае 6 веков.
перенимая очень много монголоидных черт, еще больше там, значит, перемешивая свою кровь с монголоидными расами. Там остались уйгуры. Остальная часть пошла дальше. Дальше в степи Ирана, ирачские степи, Туркестана называется. А потом, оставаясь там еще где-то 2 века, называя себя уже сельджуками, начали постепенно завоевывать территории. В какой-то момент под предводительством Ортугрула, которого мы знаем как Тугрил, или Тугрил-бей, его так называли, начинает формироваться постепенно, значит, определенный вот такой слой воинской касты. Потом создается династия Али-Осман, и один из его султанов по имени Мехмед, которого потом назвали завоеватель, Фатих, он рискует в молодом, очень молодом возрасте, ему было 18 или 19 лет, напасть на Великую Византию, надменную Византию. Византия пала под натиском предателей и прочее, пала Византия, и вот образовываются новые государства со столицей Стамбул. Почему Стамбул называется? Это греческое слово Истампол. Это есть полис, это есть город. Полис Константинополь или Константинополис. Полис или поль означает город. Вот Истампол – это есть полис, это есть город. Кстати, Стамбул до сих пор так и называли, и называют полис местные. Вот. И Константинополь, значит, становится Истамбулом, потом Стамбулом и так далее. Вот смотрите, степь. Ничего нет, голая степь. И вот на этой голой степи, казалось бы, где нет жизни, где непонятно что, на этой голой степи из ниоткуда возникают ханства, из ниоткуда возникают города, из ниоткуда возникают завоеватели, из ниоткуда возникают, значит, целые армии. Понимаете? Вот в чем удача кочевника. Почему я говорю, что народы кочевые, они удачливые на самом деле. Хотя живут бедно, потому что их язык имеет определенную вибрацию. Вот садитесь, подумайте, люди, которые народности, да, изначально кочевники, те, которые русскоговорящие, англоговорящие, там, грузиноговорящие, это так, к примеру, эти люди, которые не говорят на своем языке, может, понимают, но они закончили школу совсем другого народа и по-другому живут. Они живут лучше, чем те, кто говорит на родном языке. Язык кочевников обладает силой иссушить, отсечь, уничтожить. Там, где они селятся, со временем начинается пустыня, начинает, значит, засуха, превращается в пустыню, пожары постоянно. Когда турки завоевали Византию, потом Западную Армению и так далее, окончательно утвердились, постоянно трясет Турцию, постоянные катастрофы. Никто не понимает, почему. Ну, во-первых, это земля взятая, чужая, но, кроме всего прочего, язык кочевника, он состоит из многих шипящих звуков. И он подходит для того, чтобы отсечь, иссушить, значит, создать пустыню, создать бескрайность, степь без ничего. То есть обездолить, сделать неплодотворной. Понимаете? И поэтому язык кочевника чаще всего используется в магии для того, чтобы проклясть, для того, чтобы пожелать чего-то нехорошего. Именно вот в таких целях чаще всего. Бедно живут все кочевые народности, происхождение кочевых народностей, если они бедно живут, они не живут богато. У них не получается богато жить. И элемент все-таки их язык. И если мы обратимся в древние источники, вспомним, скажем, один из древнейших
легенды и эпосов. Это Гилгамеш, это легенда из Ура, из Междуречия. Там о дружбе, значит, чудовища и царя и прочее. Сейчас я не буду вдаваться в подробности, но имя его Гилгамеш. Он наполовину волк, наполовину вол. И вот внутри него происходит постоянная борьба с собой, с этими двумя половинками. Смотрите, Гил или Гел, волк. Гамеш, Гамуш, Гомеш, Камечи у грузин. Это, значит, буйвол или вол. В принципе, там значение одинаковое, потом разделили. Вол – это оседлый народ, земледелец. Гил, волк, у многих кочевых народов символ волк, у кочевников. Борьба волка и вола, борьба кочевника и оседлого. Понимаете? Это очень глубокая тема. Но если учесть, что с одной стороны они живут бедно, но они смогли создать большие империи, значит, они все-таки везучий народ. Везучие в чем? В отбирании, в забирании. Везучие в том, что они попадают в исторический такой момент слабости народов и могут воспользоваться этим моментом. Они все-таки везучие, их боги их ведут вперед. И дарят им земли, понимаете? Значит, вот эта вот богиня, которую зовут Умай, и которую называют мать Эне, она одна из покровительниц ханов, одна из богинь, которая из ниоткуда, из ничего ханство создает. Значит, к ней можно обращаться, когда в вашей жизни вот та самая голая степь, и вам нужна помощь и покровительство, чтобы из ничего создать. Вот тогда нужно обращаться к кочевым силам. И в основном мои работы именно к богам и силам кочевников связано вот с этим моментом, когда нужно из ничего подняться. Вот в этом они могут помочь, потому что они испокон веков народам помогают в голой степи создать ханство. Я думаю, что вы поняли, о чем речь. Если вы чувствуете, что иссякла ваша сила жизненная, вы устали, или не идет так, как вам хочется, а вам хочется больше, как сделать так, чтобы из ничего к вам в жизнь пришли новые связи, новые люди, новые возможности, деньги и прочее. Из ничего создать. Обращайтесь к тем силам, которые из ничего создавали целые государства. И вот они в вашей жизни из ничего или из малого создадут то самое ханство, которое должно быть. Итак, зажигаем степную траву, в этом случае лаванду. Ставим ей, значит, на алтарь. Можно камни, квас или кумыс. Вот. Зажигаем как символ степи и символ степных трав, сил. Мы отдаем эту стихию, эту силу земли в жертву ей как подношение. И начитываем. Встаем посреди комнаты, поворачиваемся на 4 стороны света и начитываем по одному разу этот заговор. Потом это все оставляется на несколько часов. Алтарь можете украсить, как вам хочется. Можете камни, можете различные там красивые, ну, такие необычные вещи, связанные с жизнью кочевника, юрта. Потому что относитесь к этому творчески. Это уважение, прежде всего, к силам, к тем силам, к которым вы обращаетесь. Чем красивее и необычнее вы свои алтари создаете, тем больше вы привлекаете их внимание к себе. Так вот, и
читайте 4 раза, оставляя это все на некоторое время. После уберите, просто вылейте, а пепел просто развейте куда-нибудь. Можете на улицу вывести, можете дома выкинуть, если вы живете в квартире. Всегда делая такие работы, рядом держите стакан с водой, потому что огонь может быть иногда и агрессивный. Не забывайте об этом, потому что это все-таки ритуал, связанный с духами. Итак, начнем. Умаене, ты ходишь по великой степи, ты знала ханов, ты даровала им престол, ты поднимала царство и создавала славу в открытой степи. Из ничего строились города и ханства. Услышь меня, Умаене, возведи для меня дворцы и богатства, как возводила их в великой степи. Кто был никем, тот станет всем. Из ниоткуда приведи в мою жизнь удачу и защиту. Голая степь становилась ханством, с городами и селами. Пустая жизнь превратится в полноценную, полный денег и возможностей. Кто был никем, тот станет всем. Умаене, услышь меня. Голая степь стала ханством, трудная жизнь станет богатой. Степь стала царством, а жизнь моя наполнится богатством. Умаене, ты ходила по степи, в степи ханство возводила. Моя жизнь, как та степь, была голая и пустая, стала богатая, полная удачи, как те ханства в великой степи. Я стану знатной, я стану сильной, обрету почет среди людей, как те ханы в тех ханствах. Умаене, я к тебе взываю, услышь меня, заклинаю. Умаене, ты ходишь по великой степи, ты знала ханов, ты даровала им престол, ты поднимала царство и создавала славу в открытой степи. Из ничего строились города и ханства. Услышь меня, Умаене, возведи для меня дворцы и богатства, как возводила их в великой степи. Кто был никем, тот станет всем. Из ниоткуда приведи в мою жизнь удачу и защиту. Голая степь становилась ханством, с городами и селами. Пустая жизнь превратится в полноценную, полный денег и возможностей. Кто был никем, тот станет всем. Умаене, услышь меня. Голая степь стала ханством, трудная жизнь станет богатой. Степь стала царством, а жизнь моя наполнится богатством. Умаене, ты ходила по степи, в степи ханство возводила. Моя жизнь, как та степь, была голая и пустая, стала богатая, полная удачи, как те ханства в великой степи. Я стану знатной, я стану сильной, обрету почет среди людей, как те ханы в тех ханствах. Умаене, я к тебе взываю, услышь меня, заклинаю. Умаене, ты ходишь по великой степи, ты знала ханов, ты даровала им престол, ты поднимала царство и создавала славу в открытой степи. Из ничего строились города и ханства. Услышь меня, Умаене, возведи для меня дворцы и богатства, как возводила их в великой степи. Кто был никем, тот станет всем. Из ниоткуда приведи в мою жизнь удачу и защиту. Голая степь становилась ханством, с городами и селами. Пустая жизнь превратится в полноценную, полный денег и возможностей. Кто был никем, тот станет всем. Умаене, услышь меня. Голая степь стала ханством, трудная жизнь станет богатой. Степь стала царством, а жизнь моя наполнится богатством. Умаене, ты ходила по степи, в степи ханство возводила. Моя жизнь, как та степь, была голая и пустая, стала богатая, полная удачи, как те ханства в великой степи. Я стану знатной, я стану сильной, обрету почет среди людей, как те ханы в тех ханствах. Умаене, я к тебе взываю, услышь меня, заклинаю. Умаене, ты ходишь по великой степи,
Ты знала ханов, ты даровала им престол. Ты поднимала царство и создавала славу в открытой степи. Из ничего строились города и ханства. Услышь меня, Умайене, возведи для меня дворцы и богатства, как возводила их в великой степи. Кто был никем, тот станет всем. Из ниоткуда приведи в мою жизнь удачу и защиту. Голая степь становилась ханством, с городами и селами. Пустая жизнь превратится в полноценную, полный денег и возможностей. Кто был никем, тот станет всем. Умайене, услышь меня. Голая степь стала ханством, трудная жизнь станет богатой. Степь стала царством, а жизнь моя наполнится богатством. Умайене, ты ходила по степи, в степи ханство возводила. Моя жизнь, как та степь, была голая и пустая, стала богатая, полная удачи, как те ханства в великой степи. Я стану знатной, я стану сильной, обрету почет среди людей, как те ханы в тех ханствах. Умайене, я к тебе взываю, услышь меня, заклинаю.